Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз – гороскоп. События до конца октября 2023 года. Давайте узнаем подсказки карт. У нас сегодня колода, называется колода добра. Ее прорисовала Колет Барон Рид. Прекрасная художница и мудрый таролог. Она подает с позиции, с одной стороны, все же классики, потому что 78 карт, и в то же время изображение, которое она создала, с позиции позитивной психологии. Поэтому всех призываю, давайте будем добрее к самим себе в первую очередь. Много турбулентностей и сейчас, и изменений. Во многих видео говорю, что 2023 год – это год адаптации. Мы должны, словно наш островок безопасности, нашу местность создать, надежности, потому что в последующие годы будут изменения неизбежно. И сам по себе этот период окончания октября, он для нас может быть достаточно сложным за счет коридора затмений, который начинается с 14 числа в вашем знаке солнечным затмением и продлится до конца месяца, до 28 октября в знаке зодиака Телец завершится лунным затмением. Вопросы отношений, вопросы взаимоотношений, финансов и в целом благополучия будут наиболее актуальны в этот период октября. И, скорее всего, это не совсем новый вопрос. Может быть, это как-то ситуация развилась уже за этот период, или какие-то новости добавились, но это все к тому, что у нас где-то начиналось или имело значение в начале года. Или, может быть, это был где-то апрель. А вот теперь может быть какая-то либо кульминация, либо как-то ситуация сама по себе развивалась, и нужно, может быть, правда, принимать какое-то решение. Ну вот давайте мы с вами узнаем, мои дорогие весы. И первая карта, что придет, а что уйдет, что, может быть, завершится, чем дело кончится, то есть чем, какой результат мы получим. А чем сердце успокоится? Достанем, что скрыто, вот такую карту, чему не придаем значения. И 3 карты, как 3 события, хотя может быть и событие это одно, с несколькими составляющими, так тоже может быть. Давайте будем смотреть, мои дорогие весы, что придет, что нового. Вестник воды. Замечательная карта, но много эмоций по этой карте у нас идет. Какие-то, тем не менее, приятные новости, приятные события. Может быть, у кого-то и признание в любви, почему нет? Или какая-то ваша история, которая была тоже где-то прежде, она где-то, знаете, как обновляется. Может быть, такое по этой карте проходит буквально рыцарство. Поэтому те, может быть, отношения, которые даже, ну, где-то были либо непонятные, либо на паузе стояли, здесь как новое вдохновение или новое чувство, или человек, который, может быть, как бы нам казалось, о нас забыл, а тут вдруг он о нас вспоминает, потому что хочется романтики, мои дорогие, и вам где-то будет этого хотеться, так и может быть конкретная персона, которая вдохновится вот такими романтическими воспоминаниями, словно воскреснет и себе напомнит. Но по этой карте, тем не менее, знаете, хорошее настроение нам как будто обещают в течение второй половины октября. А что уйдет? А тут уйдет, ну, по карте Солнца не могу сказать, что это уйдет. Но есть определенный риск, мои дорогие весы, себя поставить просто на второе место. С другой стороны, по карте Солнца проигрывается наше эго, это где-то импульс, намерение, желание и твердая убежденность в том, что вот это я должен осуществить. Но значит, если это проигрывается как именно та сила, которая уходит, будьте внимательны. Тут определенно наступить на горло собственной песни в этот период мы не должны. Но соскользнуть из-за эмоций мы можем. Какие-то поставить свои планы под сомнение или вообще все перепланировать. Давайте, чем дело кончится, мне интересно. Пятерка земли. Будьте аккуратны, правда. Где-то могут нахлынуть эмоции, и они нам существенно могут помешать, потому что мы действительно в них соскользнем, и какие-то свои планы, намерения, цели мы поставим на второе место и можем проиграть.
С другой стороны, что мы завершаем? По пятерке Земли, мои дорогие, мы завершаем как раз период какой-то неопределенности. Ведь здесь нужно, видимо, так поступить, если проигрывается какая-то ситуация в личной жизни, мои дорогие весы, которая вас вдохновляет, радует. Мы все равно не должны забыть о себе. Или вот те честолюбивые планы, устремления, то, что вы ставили, мы тоже не можем отодвинуть на второй план. А, видимо, как-то так это будет проигрываться, что хочется словно раствориться в партнере. Или хочется думать о хорошем. Хочется так вот немножко, побыть в иллюзиях, чтобы, может быть, предыдущий период был напряженный или сложный. Поэтому хочется расслабиться, буквально так. А как будто расслабиться-то нельзя, потому что мы можем упустить для нас что-то важное. Мы можем, кстати, по карте пятерка Земли, если мы говорим, чем закончится, именно чем, какой мы итог получаем, это постепенный прирост финансов. Но нам карта говорит еще и другой момент. Внешность как будто обманчива, если про конкретного человека. Или, может быть, это и новое знакомство, правда, если солнце у нас как будто на втором плане. Мы можем тут как-то поменять ракурс, вот об этом тоже нам карта говорит. С одной стороны, как раз богатство доступно. Счастье доступно, мы это понимать начинаем, но, видимо, оно будет дважды доступно в том варианте, если мы сохраняем какую-то целостность внутри себя. Вот, правда, растворяться мы не должны. Чем сердце успокоится, десятка воды, правда, карта счастья, карта благополучия, карта внутренней наполненности какими-то приятными, как эмоциями, может быть, ощущениями. По десятке кубков вопросы семьи, вопросы вашей пары. У кого-то может произойти, кто один или одна, даже романтическое знакомство как раз и может произойти в октябре, во второй половине. Нас это все наполняет, мои дорогие весы, но не должно переполнять. Правда, посмотрите, мы можем словно в эти эмоции настолько глубоко окунуться и там на этой глубине застрять. Поэтому все доброе, хорошее, что к нам приходит в жизни, несомненно, будет у вас не раз в течение, видимо, вот этих 2 недель последних октября. Ну, чему порадоваться мы можем, да? Но все равно, видимо, переводить в какую-то конкретику, рационализм нам придется. Это будет для вас, как, знаете, старт на будущее. Иначе мы можем потом, где-то оказаться в той ситуации, когда себе скажем, а ведь я знал или знала, что, нужно было как-то аккуратнее. Вот чтобы себе такого не сказать, чтобы какую-то ситуацию, ведь тут по-разному может быть. Может быть, это по финансам, а может быть и по отношениям. Может быть, мои дорогие, взаимоотношения в социуме. Тут тоже какой-то вселенской любви быть не должно. Нет, это точно я вам говорю. Потому что мы, если будем настроены вот на какую-то такую очень супер добрую волну по отношению к окружающим, мы явно с чем-то можем просчитаться. Быть добрее к самому себе, вот это да, это хорошо. Но, видимо, оставляйте холодность суждения и рационализм, умение увидеть, может быть, что обстоит сейчас. И есть такой момент, нашу вот эту самую доброту, да, если мы про окружающих, про социум говорим, кто-то может воспринять как слабость. В результате мы получим потом какой-то негатив. А зачем нам это надо? Поэтому вот тут вы себя сами бережете. Что скрыто, повешенный? Нам может казаться, что какая-то ситуация развивается, и вроде бы как второе дыхание, но мы можем не видеть, что человек, например, конкретно, может потом поставить отношения на паузу. Или что-то затормозится помимо воли вас и человека вашего, могут быть какие-то задержки. По аркану повешены – это то, на что мы не влияем. Но это безусловная пауза, когда мы не можем что-то изменить. Поэтому, видимо, есть в периоде, безусловно, вдохновение. Может быть, поэтому нам и говорит, ты не очаровывайся.
чтобы потом не разочаровываться. Но если то, чем мы просто не можем управлять, или какое-то дело, или то, что вы будете планировать, вы тоже не сможете быстро осуществить. Вот, видимо, какая-то своя скорость событий или по своей скорости обстоятельства жизни вокруг вас или у людей, которые вас окружают, может быть, с которыми вы взаимодействуете, будет оказывать влияние на вас в плане решения каких-то вопросов, насколько это быстро получится. А еще именно в этой колоде, мои дорогие, карта повешенного, все-таки я должна это озвучить, означает поражение. И поэтому вот то, что я так активно вот эту мысль говорю, не очаровываться, чтобы, знаете, потом для себя не создать какой-то такой сложной ситуации эмоционально-психологической, когда мы будем выкарабкиваться из какого-то чувства или из какой-то минусовой финансовой ситуации, потому что, предположим, потратились на эмоции или дали себя уговорить, или просто пошли по этому вдохновению, что-то приобрели, или, увязли, может быть, в чье-то предложение и остались в каких-то обязательствах надолго. Вот берегите себя, мои дорогие. Здесь по этой карте нам как раз и говорят, больше признать какое-то поражение и не педалировать какую-то ситуацию. Поэтому если происходит даже знакомство или к нам возвращаются люди из прошлого, тогда, знаете, не должно быть эмоций, хотя вам их захочется. Вам будут приятны знаки внимания, которые вам оказывают. Приятно может быть и рыцарство, может быть и комплименты. И неважно, кто меня смотрит, девушки или даже мужчины. Мои дорогие весы, в вашу сторону недостатка внимания не будет в принципе. Но, знаете, будьте хладнокровны, будьте, я не говорю жесткие, нет, но будьте лояльны к миру. Но настолько надо как минимум 50 на 50 поделить, чтобы себя словно оградить от каких-то разочарований. Давайте посмотрим. Тем не менее, события, правда, шестерка воды. Люди из прошлого по этой карте, отношения из прошлого, какие-то чувства на нас тоже могут нахлынуть. Мы можем, кстати, почему нет, какую-то прежнюю историю словно реанимировать и возобновить отношения. По шестерке воды может сама по себе тоже какая-то ситуация. Вот я как раз в начале видео говорила, о себе напомнить. И поэтому ведь это то, что эфемерно, это то, чего, по сути дела, нет. Это ностальгия по прошлому, воспоминания. Но у вас выпадает как событие, поэтому, значит, либо вы будете что-то, может быть, по делам доделывать, какую-то прежнюю ситуацию, дело, тему, которую не завершили, а может быть, это будет связано с друзьями. Напоминает о себе прошлое. И вот посмотрите, какая у вас сильная позиция, карта мага. Конечно, мы можем столкнуться с таким человеком, который тоже ловкий манипулятор и где-то все знает. Но ведь мы смотрим для вас ваши события. Поэтому будьте магом, будьте волшебником. Если у вас крепкая на октябрь, на вторую половину, как позиция, так и статус, так и какие-то возможности, и будет важно их использовать только как будто к месту или к тому, что может служить каким-то продолжением, или наоборот, к завершением какого-то процесса, дела, темы, которая уже была прежде. Вот здесь это все будет проигрываться со знаком плюс. Да, здесь придется быть дипломатом, потому что маг– это алхимия. И в этой колоде это алхимия силы духа или воли и мастерства. Как будто если просто мастерство, оно само по себе ничего не значит. Или не имеет такой силы. Так же, как и где-то, если отдельно мы рассматриваем волю или какое-то очень такое четкое намерение, что мы хотим осуществить, оно тоже не сработает. Тут вот именно нужно волю с мастерством соединить, и тогда для нас, мои дорогие весы, нет каких-то проблем. Мы со всеми договоримся. Значит, вы найдете какие-то способы взаимодействия с людьми. Неважно, вопросы документов, может быть, у кого-то вопросы жилища, у кого-то могут проиграться вопросы, может быть, связанные с переездом, последующей какой-то вашей трудовой деятельности, смены, может быть, сферы деятельности или последующего продвижения бизнеса. Но мы не можем жить как будто, знаете,
полагаясь на его величество случай. Вам нужно управлять ситуацией от начала до конца, иначе мы что-то можем, правда, проиграть. Вот об этом нам говорят карты. Третье событие. Быть легким на подъем. По двойке Земли нам будет, знаете, как могут быть много предложений или какие-то новости, которые вы тоже чувствуете интуитивно. Может быть, что если я сейчас попробую, вполне вероятно, потом из этого получится очень неплохое дело или как минимум какое-то продолжение точно будет. Но нам здесь больше, конечно, дела, работа, бизнес или способы зарабатывания денег. И здесь может проиграться как и творчество, так и хобби, монетизация может быть, да, бизнес может проиграться даже с нуля. Предположим, интернет-магазин, великолепно, тоже пойдет. По крайней мере, вы можете начать продумывать. Или какие-то вторичные способы зарабатывания, или дополнительный доход. Может быть, кто-то начнет просчитывать как пассивный доход. Такое тоже может быть. Вот все то, что касается денег, будет очень продуктивно. А то, чему вы учитесь, как будто может быть правда. Кто-то решит свое ремесло развивать или какой-то навык. К примеру, мне всегда нравилось стричь людей. И вот теперь я точно решил, что я умею стричь, но мне не хватает словно документа, да, вот я пойду на курсы, получу этот самый документ и открою свою маленькую студию. Вот это, я для примера только это говорю, можно ведь на любое ремесло это переложить. И это для вас. Тут и творчество, и заработок, и деньги, и какое-то такое далекое, успешное будущее с хорошими деньгами уже может свидетельствовать. Вот такой вариант у вас может очень хорошо проиграться, особенно с учетом мага. Как будто эмоции приятные есть. Эмоции эмоциями, но деньги деньгами, мои дорогие весы. Видимо, две позиции, взаимоотношения, да, десятка воды. Ну, для тех, кто в паре, те, кто семейные люди, значит, у вас какие-то новые возможности еще могут прийти через партнера. Что-то вы тут будете словно на одной волне, в одной тональности, в унисон думать. И это тоже со знаком плюс и перспективно. Но если есть у вас какие-то задумки или вам всегда хотелось чем-то заняться, вот вторая половина октября будет очень благоприятна для того, чтобы сделать как минимум несколько шагов в этом направлении. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.